नारायण 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 राधे 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 राधे. Сейчас уже через неделю Новратра будет начинать. Сервис период есть, понимаете, да? Сервисинг, понимаете. Машина сервис период бывает по 5000, 10 000, 15 000, да? Зависимость от ее, там, какой марка и какой двигатель, все, понимаете, ради. У нас есть по 6 месяцев приблизительно Новратра, когда сервис период, что мы свои физические, духовные вещи садхана делали, пост делали, молитва, джап, и все хорошо, и все регулярно, это все 9 дней, и все сосредоточен, понимаете, что хороший результат был в жизни. Раде. Я последний один вещь я слушал. Я последний много времени слушал один вещь от вас, кто-то, какой-то бхакти мне что-то говорил про эту тему. Я слушал, и потом думаю сегодня, что мне нужно что-то говорить сегодня, ради. Потому что я еще на другом много вещей занят был, свои садхана бывает, еще работа много. То я сегодня на этом теме хочу говорить, чтобы мое мнение еще слушали, что как есть. Для здоровья человека самые первые вещи, ежедневные, которые вещи есть на нашем режиме, понимаете, ради. Завтрак, обед, ужин. Это все нужно посмотреть регулярно, понимаете, да? Потому что на здоровье ни на один день плохой бывает хуже, и ни на один день лучше будет совсем, понимаете, ради. Это долгий период, понимаете, да? Долгий период, если какой-то вещи вы будете делать, например, долгий период вы будете хорошо соблюдать какой-то режим правильный, питание, то будет давать эффект, понимаете, ради. И долгий период также, если что-то не будет правильно кушать и правильно принимать, то будет плохо. Один день редко очень, что совсем хуже будет или совсем плохо будет, ради. Где очень серьезные болезни бывают заболевания. Его причина, так то все причины болезни есть карма, понимаете. Это тоже карма, когда вы любой мысли, слово и действие карма есть, понимаете. Да? Когда вы соблюдаете хороший режим, это значит хороший карма делаете, да. Вы, когда неправильно что-то делаете, то неправильный карма. Все карма есть. Но я чуть-чуть по-другому, что если есть какой-то очень глубокий болезнь, большое заболевание, то точно не только это жизнь карма мешает. Как, например, который очень серьезные болезни. Например, человек иногда есть все хорошо, и там рак или что-то такое бывает, понимаете, ради. Какой-то, то это последствия прошлой жизни тоже, понимаете, ради. И это жизни, потому что болезни, все, которые физически, тело, кровь, это все от нас ум есть. Понимаете, ради. И ум, который принимает нас все карму. Ум — это нас такое один место на этом нашем теле, который все принимает, все прошлые кармы, я говорил, есть на этом космос, понимаете, да? Оттуда мы начинаем думать, потом такое же делать, говорить, и потом результат получаем, да, ради. Также тоже такой вещи мы получаем оттуда. Недавно я в Москве принимал
Одна женщина пришла, и она говорила, я очень всегда питание следил, там, все очень правильно, но мне сейчас говорили, что у меня такой болезнь есть онкологический. Я ей говорил, что это сколько лет, там, 8 лет, 10 лет, понимаете, да, следила свой такой режим может быть. Карма то хочет давать результат. Питание вы следите, еще до 8 лет какой был, понимаете, рада. И мы все знаем, что это все продолжение есть этой жизни, понимаете. Когда мы, например, сегодня мы белые рубашки одевали, и завтра будем желтые рубашки одевать. Вот это нас, если на кожа и пальцы, то все так же будет, понимаете, рада. Мы будем выглядеть по рубашке другой, что сегодня есть белая рубашка, завтра будет желтая рубашка, и послезавтра черная рубашка будет. Понимаете? То вид чуть-чуть другой будет. Но наш тело такой, например, если у кожи есть сухой или там мягкий, то такой же будет. Там глаза какой есть, такой же будет. Рубашка желтая, нас глаза не будет лучше, если плохо видит, понимаете, рада. То так же атма. Атма каждой жизни одевает другой одежда. Понимаете, рада. Костюм, одежда. То который атма носит веси, живатма, из много жизни. Они то такой же будет, понимаете, рада. Мы 2 дня хорошо кушали и хотите 3-й день, что все здоровье вылетело. Понимаете, да? Там 1-2 года кушал, все почему. Или какой-то болезнь почему пришел. Вы что носите разных вещи, которые вы делали, разных жизни, которые живатма делали, я не буду, что вы делали. То живатма, который делает разных. Кого-то мешает, кого-то плохо делает, кого-то предает, кого-то что-то делает, кого-то очень разных вещей. И это все носит, это все внутри есть. Вы, если не хочет принимать ее человек кто-то, то это нет, этого не будет. Это точно есть там все сохранено, понимаете, рада. Который потом будет давать результат на жизни, рада. Поэтому все карма общее будет давать результат на здоровье, не только питание. Питание вы соблюдаете, то максимум процент шанс есть, что все будет правильно, понимаете. Да? Но если какой-то просыпается после этого веси, или не просыпается. Но я все равно уверен, что который более чистое питание вегетарианское, если сравнить, то точно там меньше есть это все болезни серьезно. Точно, без сомнения. И кто больше такое питание есть, не вегетарианский или там мясо, там больше есть это болезнь. Это то все сейчас даже такой данный есть, понимаете, рада. Но нет исключения, что здесь какой-то вещи не будет, который бы раньше делали, понимаете, да, атма. Который вы носите груз, который из разных жизней, который душа носит. И когда у вас груз меньше будет, когда вы будете чистый, правильный, да, рада. Может, у вас в жизни трудности, но вы перед своей атмой и перед у вас груз не будет, когда какой-то человек тяжелые вещи делает. Понимаете, да? То это очень трудно бывает потом от мысли освободить. Других жизней тоже рада. То это все. Здоровье, которое вы каждый день следите, и здесь есть и завтрак, обед, ужин, правильно, понимаете, рада, который кушает. Я что сейчас начинал этот разговор, потому что я вижу, что нескольких бхакт очень длинный пост делает, например, что ничего не кушают. Я то это вещи считаю тоже болезнь. Я до сих пор это не говорил, я молчал, говорю, как вы хотите, потому что я занят на других вещей тоже, понимаете. Что любой вещь, если я буду трогать или кусать, и буду это болеть, то это сам по себе тоже болезнь. Понимаете?
По-моей версии, все нужно кушать. Если вегетарианский человек есть, то все вегетарианские версии может кушать хорошо. Понимаете? Бывает определенный пост. Хорошо, недели один день भी пост делает. Когда भी по состоянию здоровья или совсем ничего не кусаете, или вода пьете, или фрукты кусаете, или там еще что-то добавляете. Вы будете там, потом Навратра бывает, мы пост делаем, понимаете, Экадси делаем, кто-то Шивратри делает, или еще какой-то пост бывает. Это другой вес. Это хорошо. Это хорошо. Каждый день на сервис будет машина давать. Понимаете, будете ездить как потом, понимаете, что каждый день, если будет на сервис, понимаете, то как будет ездить машина правильно, понимаете, Радhe. То भी этот момент очень хорошо постарайтесь понимать, понимаете, да? Я тогда не понимаю, когда ничего не кушать. Или очень мало что-то. Или всех веси есть, и страх что-то будет не кушать. Понимаете, Радhe. Например, есть у кого-то из апельсин аллергии, хорошо не кусайте апельсин. Яблоко есть красный-зеленый, не кусайте. Там грейпфрут или банана. Не кусайте это веси. Но что-то ничего не кусать. Или какой-то страх от питания, понимаете, Радhe. Это неправильный вес. Радhe. Это неправильно. Если ничего не будете кусать, понимаете, если у вас здоровье позволяет, то кусайте все. Только у нас то есть, на нашем путь, который мы делаем, или санатан дхарма, что говорит, где ахинса. Ахинса. Где что-то хинса происходит, где какой-то тоже маленький животный, внутри животных тоже есть Бог, животное. Когда их убивает, кусает, это не надо. Овощи, фрукты, там разных все вещи, которые есть на вегетарианском много вещей, которые тоже нам нужно кусать, понимаете, Радhe. Которые для здоровья тела. Его нужно кусать по состоянию своего здоровья, понимаете, да? То я не какой-то редкий случай, у кого-то есть, если совсем такое здоровье. Я это не хочу, чтобы все долги и ничего не кусали. Понимаете? Или много вещей не кусали. По моему пониманию, потом ваш желудок, кишечник будет такой же привыкать. Понимаете, Радhe? Если бы 6 месяцев, год, 2 года, 3 года, такой режим будете соблюдать, и потом будете приходить все кусать, то тело очень быстро что-то привыкает. Понимаете, Радhe? Если вы будете долгие вещи, что я там, это не буду, это тоже не буду, это от меня это болит, то ничего не будет, то ничего не будет потом. Понимаете, Радhe? И на этом все сохранит тоже. Тогда сейчас в мире есть диета лог многие, понимаете, да, который говорит, это нужно кусать, это нужно кусать, это нужно кусать. Мне что самое главное есть, как вас учитель, что вы были здоровы. Вы бегали хорошо, работали хорошо, понимаете. Мне это главное вещи беспокоит. Понимаете, да? Поэтому эта тема я сегодня начинал. И всех свои вещи есть, всех свои тела есть, понимаете, да? Мне банана хорошо, кому-то банана не хорошо, понимаете, да? Есть один общее питание, понимаете, да? То будете кушать, понимаете, да? Когда вам хорошо. То также всем свои вещи нужно посмотреть. Понимаете, да? И совсем ничего не кушать, тогда вы будете слабы, понимаете, Радhe. Тогда будете слабы, понимаете, Радhe. И тогда энергии не будет на тело, понимаете, Радhe. 2-3 самые основные вещи, что есть, то когда вы кусаете, очень много сразу не надо, да, Радhe. Но кусать нужно. И режим соблюдать, когда вы спите и просыпаете. Понимаете, да. Я то вижу, что это очень много дает на здоровье эффект, понимаете, Радhe. Поэтому это нужно соблюдать. Когда вы один раз кусаете, много нет. Потом зависимость от своего здоровья. Понимаете, да.
Много человек его сечник и желудок бывает там проблема какой-то, то они даже ночью просыпают и кусают, понимаете? Потому что это нужно. Рады. Если не будет, то им плохо будет, понимаете? То поэтому вы свои веси посмотрите. И регулярное питание нужно для тела. И пост иногда тоже нужно. Но что все время как постный режим сильный, это будет слабый делать тело физически, понимаете, рады. И потом, наоборот, тело нужно привыкать, который вам хочется кушать, рады, который нормальный вес, понимаете, рады. Это веси сразу много не кусаете, чуть-чуть, понимаете, да, чуть-чуть, то тело привыкал, который необходимо веси для тела физически. Это нужно посмотреть всегда, понимаете, рады. Потому что несколько бхакт очень сильно все время, и по все время, которые веси бы будете, тоже не думать, понимаете, рады. Следить свое тело, посмотреть, но все время какой-то на любой тема жизни свой страх не посадите на свою голову, рады. Страх всегда плохо есть, понимаете, да. Поэтому вы следить можете. Я на дороге буду, и у меня точно что-то будет плохо. Это страх. Но я буду аккуратно ездить, это все нормально. Понимаете, рады. Тогда то не будете на руль сидеть тогда. Потому что всегда будет страх, я иду, и все, машина, наверное, ко мне уже приходит. Уже все, понимаете, да не будете ездить правильно, понимаете, рады. Это уже страх, понимаете, рады. Но что я буду ездить аккуратно, это все нормально. Также здесь тоже на питание. Я буду правильно кушать, что мне один веси я связан с питанием раньше, когда вам на сатсанг говорил, тоже говорил, что только 2-3 веси следите, что один раз много не кушать, и если со здоровья все нормально, то поздно не кушать. Понимаете, рады. Это 2 веси. И спать и просыпаться режим правильно. Понимаете, рады. Я говорил, что если в жизни только человек спать и просыпать, режим правильно будет, то и много веси будет правильно. Понимаете, рады. Это я тоже говорил, понимаете. Питание. Но сейчас так много, еще разных моментов бывает, что я поэтому время сейчас не хочу говорить, понимаете, рады. Который нужно делать и работать, и нужно делать, понимаете, рады. Но это жизни, если есть все хорошо, то это нужно посмотреть. На страх жить я то не так хочу, такой что мой ученики, на страх я это не буду кусать, я это не буду делать, я это не буду. Спокойно жить нужно, который как нужно жить, понимаете, рады. Что это страх нужно убирать, понимаете, рады. Тогда вы ничего не будете кусать, потом, когда много через время будете кусать, то уже тело по-другому будет реагировать. Например, нас детства на снег мы не ходили, там жарко погода, понимаете, да? Я здесь вижу маленький ребенок, очень хорошо, они с детства его привыкают, там, что они привыкали, там, снег, там все, они более холодно может, даже праздник бывает, когда они купаются, понимаете, рады. Потому что тело такой привыкал, уже страх нет такой, понимаете, да, рады. Если когда жарко, там Индия это не будет посмотреть, это такой вид, который у них уже совсем будет, даже там, когда 5 плюс и 6 плюс, 7 плюс, то уже очень холодно, понимаете, да? Они не могут представлять, как может на такой душ даже принимать. Умрем просто, не будет. Понимаете, да? То всех тела свои есть зависимость от ситуации, понимаете, рады. Но я всегда, я очень поддерживаю пост, но иногда, понимаете. Но ратра есть, сейчас как вы хотите, здоровье поздравляете, вы пост делаете. Понимаете, рады. Эकादशी как хотите, там, еще если какой-то день вы спрашивали, я разрешил, то делаете. Но не каждый день. Понимаете? Да и один какой-то брат, сестра посмотрит, что болит, например, у него болезнь какой-то, и ничего не кусает, то нищо все начинает такой. Понимаете, рад. Если у вас тело здоровье,
то без все кусаете, понимаете, да? И следите своей дальше. Это потому что тогда будет, что вегетарианский вы кусаете, поэтому слави, когда причина нет, причина другой есть. Я тут тоже вегетарианский. Понимаете, рад. Вегетарианский человек не может такой веси, что там железо, гемоглобин, исек, не такой нормальный. Очень хорошо даже может. Это все. Понимаете, рад. Все, анализ может очень хорошо и все. Рад. Потому что вы что-то не так еще или не кусаете, или неправильно что-то делает. Не понимаете, рад. То это один вещь я хотел говорить, потому что это один, потом начинает, потом все начинает, и потом уже все сидит на посту уже 2 года. Понимаете, рад. Это не мое знание, что я это самое главное хочу говорить. Понимаете, да? Это не мое знание. Это мое знание, что вы все регулярно хорошо кусаете, где от какой-то вещи вам аллергии не кусаете, и следите сам себе. Понимаете, да? Если бы одно вещи вы кусали, вам тяжело, то вы это не кусаете. Или меньше кусаете, понимаете, рад. Кому-то хорошо, то пусть кусает, рад. Если кого-то сахар, других всех будет запретить, то совсем ничего сладкого не кусать, потому что у него сахар. Понимаете, да, рад. Кого нормально, может на норма кусать. Не что слишком, то любой вещь неправильно. Слишком, любой вещь никогда неправильно, рад. Ежедневной своей жизни. Би также жизни, каждый ребенок би одной принцип не может учить. Воспитание. Всех душа свой санскар есть. Понимаете, да? Если кто-то принц родил, то ее судьба есть как принц жить и родиться, понимаете, да? Потому что он принц родил, его бы не можете по-другому учить. Дисбаланс будет, потому что это душа из много жизни принц. Понимаете, да? Его вы будете учить, как бомжа живет, то он умрет, у него будет плохо. Понимаете, рад. Почему? Потому что эта душа такой карм. Он не просто так сейчас принц. Понимаете? Потому что ее карм такой. Понимаете, да? Так же будет. Его дисбаланс будет. Если кто-то его хотите хороший аскетично учить, то нужно правильно учить. Понимаете, да? Что да, это для жизни нужно учить, как Васиштха Рам учил, да, рад. Тогда будет это вещи привыкать, это душа постепенно, понимаете, рад. Что жизни разных период бывает. Питание бывает, поэтому всему нужно учить жить, понимаете, да, все нужно учить делать, хорошо нужно, понимаете, рад. Всех душа свой санскар, карм есть, это бы не завивает. Поэтому, когда гурукул все жили, понимаете, да, то все одинаково жили, там, у учителя свой, понимаете, раньше время, но все равно, всех душа свой карм есть, рад. И даже у вас будут дети, у всех свой карм есть, понимаете, рад. Почему сейчас образование очень такое? Потому что да, я могу говорить, что всем юрист можно учить юридические знания, всех врач можно учить медицинские образования, всех инженер, там, технический инженер образования, понимаете, рад. Жизни не это. Жизни не инженер, жизни не там врач только, жизни не только юрист. Жизни, как человек со всех сторон своей жизни правильно жил. Понимаете, да? Там много психологических моментов идет, которым родителей нужно учить. Понимаете, рад. Относиться к какой дети. И здесь тоже такой вещь есть, как я говорил. Без здесь что-то слишком. Понимаете, рад. Какой-то дети сильный, какой-то слабый, какой-то внутри сильный, внутри слабый, понимаете, да? Какой-то один совсем природа есть, кого-то другой тип природа есть, понимаете, рад. Третий тип природа есть, понимаете. Зависимость от природы, это душа вы можете только ее хорошо вещи учить. Очень. Родителям тоже нужно знать тактика хорошая. Что от него потом уважение было. Рад. Они слушали, понимали, учили хорошо, играли хорошо, делали все. То там тоже. Сейчас тоже такой же система. Всех из одной же палочка, понимаете, рад.
Даже многим какой-то предмет не нравится, все равно она не научит, платит и учит. Я то с вами нескольким детей говорил, которые, например, на образование не хорошие были, но они с ней работы пойдут, то они будут очень хорошо, потому что им это не интересно, это образование. Что это значит, они плохой? Это не значит, что они плохой. Потому что это им не нравится, какой-то там вещи им не нравится, понимаете, ради. Им скучно, им это не интересно, понимаете. Все предмет всех не нравится, понимаете. Все вещи не нравятся. Но они, может быть, какой-то работа пойдет, когда на своей жизни, то они будут себя хорошо показывать. Ради. От этого не определит, можете, что дети это неправильно. Больше случаев всегда, когда вы секс одной палочкой будете делать. Ради. Поэтому учитель это такой весь раньше время был, что учитель тоже был, который со знанием человек был и со духовным знанием. Даже которые предмет учили, это все ऋषि महर्षि, которые они жили на ашраме и гурукул, они со духовные знания тоже были. Понимаете? О, это састра нужно его учить, его не нужно учить. Понимаете? Его не нужно учить. Викарн случай знаете, да, что он как учил, знания получил. Он обманывал, потому что Парашурам Чатрим никогда не разрешил. Потом Карн очень хотел учить это все знание, потом он обманывал, понимаете. Свой учитель, но Парашурам он обманывал. И это не думайте, что Парашурам знание не. Когда человек иногда любит, то свое знание там не пользует. Видит его. Доброта, любовь, это такой сила есть. Учитель не видит там, что там как. Парашурам его брал. Потом один день он понял, что это у него, который веси. Это сочхатрический у него характер, природа. Он не брахман. Понимаете, ради. Потом он со знания, когда дальше посмотрел, что может творить. Понимаете, да? То он уже ее дал совсем один такой, можно говорить проклятие, можно говорить у него такой один, это знание запретил для этого случая. Что уже все, когда будет сами нужно это вещь, ты будешь завивать это знание. Все. И потом что случилось? Все равно Карн пошел в страну Дурьотан. Понимаете? И естественно, все знают, что Карн совсем не был меньше, даже капил с Арджуном. Даже больше был. Понимаете, ради. Но когда ему это знание нужно было, он забыл. Понимаете? Потому что Парашурам его говорил, запретил уже. Потому что если это он не говорил, то сами лучше что случилось, что он не обманывал и там не пошел. Но он обманывал, пошел там, то потом то нужно что-то делать Парашурам. Он уже запретил. Если он не запретил, то очень плохо был на Махабхарат. Никакой там человек не был, который на Карн побеждал. Никто там не был, даже Арджун. Понимаете? Но потому что у него запретил это вещь. Потому что он садхарм был, Парашурам понял, что это будет большой драма потом. Поэтому, когда сами больше нужно будет, он будет завивать. Понимаете, ради. Всех душа своей природа есть, карма есть, понимаете, ради. Зависимость это нужно знание, зависимость это нужно воспитание. Понимаете, ради. Там тоже не нужно страх всегда. Что свой страх уже каждый день нужно с едой и завтра кормите дети тоже. Понимаете, ради. Потом вы будете говорить, у них это минус вес есть, это минус вес есть. У них откуда это минус вес и пришел? Или от мама, папа, или от этого общества, в котором мы живем. Откуда минус вес у них пришел свой? Понимаете, ради. То жизни каждый раз кого-то говорит, что все подряд, понимаете. Если вы говорите, ты это не можешь, то почему не можешь, это нужно объяснить тоже. Очень хорошо и спокойно. Это сила тоже должен быть уродить. Вы можете говорить, что это ты не можешь. Вы можете говорить, это нельзя. Но тогда нужно почему. Если ребенок еще маленький, точно нужно его хорошо объяснить. Понимаете, да? Что почему не может?
понимаете, человек. Или это если может, то почему много факторов есть, понимаете, рад. Один хороший семья был, хороший здоровье был. Для этого нужно здесь очень много знаний, рад. Мама слово сколько красивый какой есть, но мама на мама, что истинный мама была. Для этого нужно терпение очень большое, понимаете, да? Отдавать полный отдача вас своей, понимаете, да? Понимаете? Потому что когда мама есть, то у нас то рисунок рисуется просто богини, да, рад. Другой уже нет образа. Потому что не может такой веси, что другой какой-то. То богини, мама то будет, если такой образ есть, то будет только с любовью совести, понимаете? Отдача его будет посмотреть, то и с их стороны будет посмотреть, дети, о, моя мама, тогда это мама слова совсем смысл будет ее, понимаете, рад. Правильно. То если любой веसी жизни хотите радость получить, то больше, чем получить отдача тоже есть, давать тоже есть. Да, рад. Всегда работа. И другое, что на всех каждый одной формула не можно делать, рад. Всех свои красота есть, понимаете, да, всех свои природа есть, всех апельсин не как банана. Цитрусовые веси как банана будет, рад. Я не обе хорошие. Микс салат, когда бывает, там все, там апельсин, банана, грейпфрут, все хорошо, понимаете, рад. Они когда растет, всех свои природа есть. Я то на вас всех посмотрю, вы всех хорошо, когда, но всех свои веси есть, рад. Один человек, если говорит 4 раза очень сильно тоже, то думает, что нет, это правильно учитель говорит, понимаете, да? Не раздражает, не такой. И один человек один раз чуть-чуть говорит, и сразу такой, что, но думает, ой, это значит какой-то неправильно вещь делали, или что-то там другое, понимаете, рад. То также дети тоже все есть, понимаете, да? Ученики то все дети есть духовный, рад. То когда всех своей природа дома. Поэтому нет все так, человек, понимаете, да. Когда дети в школе ходят, тоже груз. Там нет никакой ласкания. Преподаватель много % сейчас посматривает мне, сколько зарплата получаю. Понимаете, да. У них нет такой гуру какой-то, учитель такой вещи, понимаете, да. Сколько я зарплата получаю, сколько часов мне нужно работать, какой там бытует. Очень хороший человек сейчас время, понимаете, да? Когда преподаватель вместо предмет вас какое-то духовное качество заметил, и вам какое-то замечание дал, или хороший вещи говорил. Это значит, это человек, когда предмет учит, все равно он вас как человек тоже наблюдает и следит, понимаете, рад. Какой-то вам плюс-минус вещи говорит, понимаете, да? Это плохо не нужно принимать. Это не нужно на этом раздражать. Почему мне человек замечания дает? Это потому что этот человек вас хорошо хочет. Рад. Понимаете? Хорошо хочет, поэтому такой вещи говорит. Все вещи не так будете принимать. Когда, это все когда будет, когда со спокойной головой будет. Понимаете, рад. И в своей жизни на каждый мелкий вещи страх убирать будет. Рад. Это никогда не дает и спокойно жить. Понимаете, рад. Это никогда ни на здоровье, ни на жизни. Везде будете всегда на что-то там будет плохо, что-то такое, понимаете, рад. Поэтому то Гита слог есть. У вас рука есть только действия хорошие. У вас рука есть, человек рука есть только хорошие действия, хорошие कर्म, तो можете भी शामिल उससे делать, понимаете, да?
то не Бог. Все как можете, все совсем то по своему был, понимаете, ради. Человек постарает, но все равно бывает, как Бог хочет, ради. Поэтому бы все очень хорошо здоровье следить. Во время Навратра я хочу, чтобы все по своему состоянию здоровья хорошо постелять. Но ежедневной жизни, когда вы живете, если у кого-то из какой-то продукты есть какой-то аллергии или плохо, принимайте, не принимайте, посмотрите. Но я хочу, чтобы все были здоровы, все очень хорошо кушали. У вас всех железа гемоглобин, все нормально был, понимаете, да, ради. И люди, которые еще хотят все это вещи оставить и приходить на вегетарианский духовный путь, их один хороший пример был, понимаете, ради. Потому что это то 100%, что когда человек такой вещи будет кушать, все разник, который в жизни страдает, то по моему пониманию, мое мнение, это все неспокойно приносит, понимаете, ради. Этот же страх тоже внутри идет. Я то одном сатсангам говорил, когда вы представляете, кого там животные, корова или все, когда их там убивает, внутри это их с каждой клетки страх уходит. Боль, страх. И потом человек его очень вкусно, когда готовит и кусает. Как не будет давать это весь эффект на его жизнь? Точно будет давать эффект. Это боль, это страх, точно. Но это на один день пройдет, не будет. Это на один день не уходит, ради. Потому что я вам говорил, какой будете кусать, такой ман будет, такой ман. Это то такой принцип есть. Какой будет, такой ман будет. Вы принимали, и такой ман будет, ум будет один день так же. Понимаете? И здесь такой ничего нет. Понимаете, да? Что кто-то там начинал... Это все вещи нет, это не все религиозные вещи. Это beyond religion, понимаете, да? И здесь нет религии на этом питании, на этом здоровье. Это духовные вещи. Это один нужно образ жизни правильно, понимаете, ради. Когда православный пост бывает сейчас, много вещей запрещено не кушать. Это значит, это хорошо. Это значит, это хорошо. Но здесь одна причина, я всегда в голове иногда хочу понимать. Может быть, это очень холодно, там странно, где минус 40, минус 50, ничего не был кушать там раньше, понимаете, это очень мало. Может быть, люди начинали там потом животные все это принимать. Но сейчас то много вещей есть кушать, ради, которые можно кушать, понимаете, ради. То кушать вегетарианский, если, то все кушать на вегетарианский учить тоже. Поэтому вы все учите, готовите, кушаете и здоровы будете. Мой это цель есть. Мой нет цель, чтобы там какой-то, чтобы все были, потому что здоровье хорошее состояние потом будет давать. Здоровье что-то не так будет, то хорошее состояние не будет давать. Понимаете, ради. Потом это же энергия будет вы какое-то действие делать, то там тоже не будет результат. Понимаете, ради. То с питания я хочу, что страх вы убирали. Понимаете, да? Это вещи мне как-то совсем какой-то такой вещи, понимаете. Это кусаю, это не кусаю, легко возьму. Очень. И когда с других бхактам или с кем-то общаетесь, про свое здоровье говорит, то вы про свое здоровье и состояние постарайтесь думать. У вас не совсем такое же тело, который вам говорит. Понимаете, ради. Понимаете, да? Вы не можете, у вас другое тело, другое вес все есть. Вы не можете совсем так же, и потом вы будете, может быть, ее хорошо, и вам не хорошо. Понимаете, да, это вещь? То это
Я вам говорил, вы постарайтесь следить. Только 2-3 вещи нужно всегда следить, даже у кого здоровье тела есть. Что все 3 время и 1 время не очень много кушать. Раде-раде. И режим, который есть, это его то я прямо эффект посмотрю. Понимаете, раде-раде. Это тоже нужно соблюдать, что по-своему, какой работа есть, как вы работаете, это все посмотреть, потому что это все тоже постепенно дает эффект. Потому что питание помочь много вещей можете вы контролировать, понимаете, раде-раде. Только внутри сила же нужно. Я нескольких человек вижу, они свое давление, все начинают контролировать. Они очень по порядку все и давление, все вещи начинают может контролировать, понимаете, раде-раде. Улучшает. Когда, как нужно все это. То это все нужно следить. Но что ничего не кушать. Это не вегетарианство. Понимаете, да? Что ничего не кушать. Это не перепутница. Раде-раде. Нараян, 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 Нараян,